Вы не представляете, как преобразился мой каркасный дом в диком лесу за прошедшие 1,5 месяца. Это был настоящий марафон. Ведь я все делаю в одиночку. И самой большой битвой стал, конечно же, потолок. Представьте, почти 6-метровые доски имитации бруса, которые нужно было поднять, идеально выровнять стыки и надежно закрепить. Это были те еще танцы с бубном. Имитация бруса, практически наполовину вся кривая, косая, как оказалось. Пришлось буквально на ходу изобретать свою технологию распорки, чтобы добиться идеального совмещения шип-паз. На эти работы у меня ушло 3 дня. У нас как раз была дикая жара, и все 3 дня пот лился с меня ручьем. И очень удачно во время изучения ближайших окрестностей мной был найден лесной ручей. Вода в нем даже в 30-градусную летнюю жару обжигающая ледяная. Искупаться там практически невозможно, разве что выморж. Тем не менее, этот ручей меня очень выручал, пока стояла жара. А еще я решил обустроить себе место для отдыха и натянул за домом гамак. Теперь можно просто растворяться в красоте окружающей природы, наслаждаясь каждым шелестом листвы и прячась в тени от палящего солнца. Еще и маленькая мечта сбылась попутно, в виде кресла-качалки на террасе. В общем, эти 1,5 месяца прошли насыщенно, но совсем недавно к нам пожаловал сезон дождей. Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель и добро пожаловать в мою усадьбу. За окном идет дождь, и я думаю, самое время, чтобы начать обустраивать жилище внутри. Сегодня по плану у меня укладка ламината и, возможно, попробую еще поставить печь. Конечно, в такую погодку лучше бы лечь да спать, но согласитесь, будет приятно уже осенью или зимой сидеть вот так вот здесь в домике, наблюдать за этим дождем или снегом и греться у печки. Уже треть, наверное, половину дома практически, застелил специальной подложкой 3-миллиметровой. Заранее заготовил по размерам часть ламината. Свой выбор я объясняю тем, что ламинат и дешевле, в отличие от шпунтованной доски, и проще его обслуживать. Конечно, не стоит по нему топтаться ногами в снегу, это однозначно. То есть, когда у тебя на ботинках куча снега. Когда-нибудь я сделаю еще и террасу свою, накрою крышей, и, соответственно, снег сюда никак не будет попадать, и влага в том числе. Честно, я не знаю, кто недоволен андулином. Вот его слышно, но еле-еле-еле, то есть как дождь по нему капает.
вообще почти не слышно. Это шикарно. Ну а вид, блин, вообще доставляет одно удовольствие. Все, осталось еще немножко и печку потом. Кстати, видели, да, какая печка? Я ее еще в феврале сюда завез и очень старательно от вас ее прятал. Поставлю ее где-то здесь посередине, как раз где я сейчас и сижу, посередине дома. Ну а там, где печка стоит, там будет кухонная зона, а кровать уже будет вот здесь, с этой стороны, я так думаю, двухъярусная. Остается одна доска ламината. Я думаю, нецелесообразно покупать еще целую пачку ради того, чтобы выложить две доски. У меня очень много обрезков. Получается, просто под кухней, здесь же будет кухонная зона, в этой части под кухней у меня будет ламинат выложен кусками без замков. В этом нет ничего страшного, тем более никто этого не увидит. Ну, потому что пачка ламината — это еще 1800 отдать за нее. И оттуда мне понадобится две доски всего лишь. Ну, два куска ламината. Вот. Как-то так. Моя задача на сегодняшний вечер вывести здесь в стене трубу. Все, последняя ножка у меня, сейчас прикручиваю ее и попробуем как-то установить печь по всем правилам техники безопасности. Для меня это будет первый опыт такой. Всегда ставил печи в землянках, там, не знаю, в избе, еще где-то, неважно. Естественно, все было рассчитано на русский авось. А сегодня все будет впервые на моем канале, все так, как положено. Лист минелита крепится через специальные такие вот проставки, если вдруг кто-то не знает, какая в этом логика. Я так думаю, что если вдруг будут саморезы вот эти нагреваться, да, чтобы они, наверное, не передавали свое тепло дереву. Ну, возможно, в этом смысле, я, честно говоря, не совсем понимаю. Но мне сказали, что так надо сделать, чтобы лист минелита был от стены
отстранен на какое-то определенное расстояние за счет вот этих вот проставок. Креплю, как сказали, так и делаю. Труба очень длинная. Здесь все-таки нужно будет трубу поставить 75-ю, то есть 50 и 25, а это метровая. Она очень длинная, поэтому в любом случае оставляю все это дело до завтра и буду сегодня уже отдыхать. Раз уж сегодня с печкой не получается, то хотя бы буду сжигать картон. А с другой стороны, знаете, уже сложно назвать это мусором. Вот эти вот обрезки имитации бруса. Так-то хороший розжиг для печки. Попробую завтра съездить, привезти сюда трубу 75-ю, ну 50 и 25. И, соответственно, все-таки закончить с дымоходом. Не люблю бросать все на полпути. И уже после этого, как закончу с печкой, займусь канатом. То есть буду пробивать все вот эти вот щели, которые есть в доме, канатом толстым. Все, до завтра. Спокойной ночи. Вместо метровой трубы я приобрел 50, 70 и 25 два куска, и в общей сложности получается длина 75. Конечно, можно было бы обрезать метровую аккуратно и сделать из нее трубу нужной длины, но мне в любом случае трубы еще пригодятся, поэтому я решил метровую здесь оставить. Впоследствии, когда буду строить баню, буду ее использовать. И докупить два таких коротыша. Задача сделать все соединения, проложить все здесь негорючим материалом, закрыть вот этой вот крышкой, после чего заняться установкой самого подиума, наверное, даже так его можно назвать, подиума, который будет держать трубу. Моя задача, чтобы еще труба не была близко к крыше, к концу крыши, хотя бы сантиметров 5-10, чтобы она отступала от листа андулина. В принципе, от этой трубы никакого сгорания не будет. Дело в том, что она специально утеплена, сэндвич, да, сделана как сэндвич. Специально этот негорючий материал, то есть она не горячая. Вот о чем я говорю. Поэтому не обязательно делать большой отступ от крыши. Но тем не менее, хотя бы какой-то он нужен.
Остается поставить еще одну трубу, но прежде чем ее устанавливать, сейчас сразу зашью, не знаю, фронтон или как, фронтон вроде бы спереди, сзади, поправьте меня, если я не прав. Короче говоря, заднюю часть стропильной системы, на которой у меня лежит крыша. Доски я уже заранее обработал газовой горелкой и, соответственно, покрыл лаком. Остается только их прибить. И после этого уже устанавливаю следующую трубу, которой нужно будет установить специальное крепление уже туда, к крыше. Да, не самая лучшая идея была оставить все на самый конец. Эту доску было значительно удобнее и проще закрепить до установки трубы. Ну да ладно. Попробую. Труба, кстати, возвышается над крышей где-то на сантиметров 40. Возможно, этого будет мало над коньком крыши, да, и придется впоследствии еще чуть нарастить. Ну и, судя по всему, придется вот эти вот ветки спилить. Вот это вот, ну и вот это вот тоже, соответственно, чтобы они лишний раз здесь рядом с трубой не находились. Мало ли что. Я очень рад. Труба возвышается над моей крышей. И в ближайшее время вместе с вами попробуем затопить печку. Вот здесь еще, как вы видите, осталась щель между крышей и вот этой доской, которую я только что подшил. Пока я ее не буду закрывать, потому что нужно будет еще установить отлив или слив. Ну, короче говоря, дождевую воду можно будет собирать с помощью специальной трубы. И как раз каким-то образом нужно ее будет туда поставить. Возможно, доска последняя и не понадобится. Да и плюс ко всему, это своего рода продув. Только я забыл спилить ветку. Видите, она мешает. То есть ветка идет прямо над трубой. Вот это я все-таки не буду спиливать, оставлю ее. А вот ту надо убрать. И, соответственно, обработать ее. Спил дерево, да, этим садовым варом специальным. Хотя, может, и не надо обрабатывать. Но мне сказали, что все спилы деревьев нужно обрабатывать. А с другой стороны, вот у нас в городе деревья пилят постоянно, ветки. Никто там ничего не обрабатывает. Я ни разу не видел. То есть все спилили и ушли. И потом все нормально растет, это дерево.
Заготавливаю дровишки на первую растопку печки. Мусора, кстати говоря, ну, обрезков не так уж и много у меня остается. Еще там материал кое-какой есть, который я не использовал. И, как вы видите, я так до сих пор и не закрыл фронтон. Как-нибудь все-таки это сделаю. Сегодня пришло время, когда я сзади закрыл заднюю часть вот эту вот. Ну и когда-нибудь спереди тоже закрою доской. Сейчас печку забью дровами. Пройдусь специальным термостойким герметиком. Вот это вот соединение печного выхода с трубой дымохода печного. После этого уже затоплю ее. Вообще, я так подозреваю, что теперь в дальнейшем, ну, в следующий раз мне нужно будет заняться кухней. Спать я могу и на полу, меня это пока никак не напрягает. А вот кухонная зона, какие-то шкафчики, где можно было бы все разложить, уже сейчас прям крайне необходимо мне. Это уже чувствуется, потому что вещи уже складывать некуда. То есть у меня все на полу лежит, всякие гвозди, еще что-то. Да и вообще в дальнейшем, возможно, какая-то мастерская нужна будет. Сарай, может быть. Дровник обязательно нужен. Дровник, наверное, вот там сбоку сделаю. Потому что, ну, перед домом это не делал, вот этот бардак весь. Это все надо убирать, частично сжигать. Печка затоплена. Здесь нигде не пропускает. Это уже первый признак того, что все хорошо и все нормально. Интересно, тяга регулируется. Здесь есть, соответственно, зольник и поддувало. Поддувало такое в виде штурвала от корабля. И вообще, в принципе, мне очень нравится антуражный такой видок у печки. 20 минут топится и жар конкретный. Ну, сейчас еще лето, конечно, да. Понятное дело, что там в минус 30 будет неизвестно что. Когда-нибудь проверим вместе с вами. Места стыков имитации бруса я закрою веревкой. Не знаю, насколько ее хватит. Возможно, придется еще докупать. Плюс ко всему, в одном месте
где окна у меня, да, там придется взять толстую веревку. То есть вот это вот 16, по-моему, миллиметров, а туда надо 25, какой-нибудь прям толстый канат такой, чтобы закрыть эту щель. Веревка очень хорошо прибивается, и были у меня радостные новости. У меня, по-моему, даже ее хватит. Ну, по крайней мере, не придется покупать толстую. То есть я прикинул сейчас наверх эту веревку, по толщине ее хватает, чтобы закрыть эту щель. Спасибо подписчику, зрителю Кириллу Якимову за этот презент. Если вдруг кому-то захочется приобрести такой же, то обращайтесь к нему. Кирилл Якимов. У меня в телеграм-канале можете его найти, либо мне напишите, я координаты его дам. И пора уже заняться вот эти вот все дыры убрать, которые здесь на фасадной части изнутри. То есть вот стекла и сделать обналичники у этих стекол нужно, чтобы уже всю эту пену спрятать наконец. Ну и соответственно на том окне то же самое. Тоже все вот эти дыры закрыть, чтобы уже потом впоследствии установить здесь кухню, кровать двухъярусную, и скорее всего даже на 3 места она будет рассчитана, спальня. Остаются вот эти вот щели, которые нужно закрыть как раз таки специальными уголками а-ля наличник. Хотя, может быть, не знаю, как-то он иначе называется.
Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Желаю вам хорошего отдыха этим летом, крепкого здоровья, любви, счастья и взаимопонимания. Пишите комментарии под этим видео. До скорой встречи. Пока-пока.